Когда я пришел на второй уровень, я встретил героя-лучника Аяску. В последнее время, куда бы я ни пошел, я встречал его. Возможно, из-за него я начал становиться сильнее и идти вперед. Из-за него и того, что я увидел, я захотел стать героем-лучником. В день геройских игр у меня, как и у всей цивилизации, был выходной. Я сидел дома, слушал геройские игры по радио, как вдруг я услышал: Я окружен, я великий герой-лучник Аляска, заберу управление цивилизацией. В тот момент я перепугался. Почему Аяска наставил лук на своего друга? Кто такие уравнители? Я вышел на улицу, чтобы вживую увидеть, что там происходило. Но когда я пришел к геройским играм, я увидел только гвардейцев, возвращавшихся обратно. Я подошел к одному из гвардейцев. Простите, а что произошло? Не волнуйтесь, гражданин, нарушители устранены. Вы можете спать спокойно. Нарушители? Вы имеете в виду Аяску? Он самый. Я не мог поверить, что такое произошло. Не могли гвардейцы убить героя-лучника? Мне стало неспокойно. Тем за днем я прогуливался по площадке геройских игр. Я не мог на них присутствовать тогда, потому что пьеры закончились. Но зато сейчас это свободная зона. Прогуливаясь, думая о том, что произошло с Аяской, я услышал какие-то голоса. Этого человека я уже видел. Он помог Аяске перепрыгнуть мост. Говорят, его зовут Дональд Трамп. Я подслушал их разговор. Оказалось, что Аяска жив. Он перешел на уровень мастеров. А эти два человека и есть уравнители. И я захотел последовать за Аяской. Узнать, что произошло на самом деле. Вы еще кто? Выпустите меня! Нам не о чем с тобой разговаривать. Мы исполняем приказы, разговоры, где мы рассказываем свои злодейские планы, а потом также злодейски смеемся. Не наша задача. Прекрасно. Ну вот жил бы себе спокойно. А нет, нужно же меня схватить, в какие-то приключения ввязываться. Здесь даже заняться нечем. Всю жизнь я был в неведении, а теперь я хочу стать частью этого мира. Не простым продавцом стрел, а героем, защитником, спасителем. Уравнители сделали жизнь на уровне нубов невыносимой. Я должен это исправить. Я собрал свои вещи и пошел на испытание на уровень мастеров. Но там стоял гвардеец. Вход запрещен. Приказ героя-лучника. Оу, может, я могу вам что-то дать взамен на проход? Никаких выстрелов на 360. Я чуть не повелся тогда. И не стреляй стрелой эффектом слабости. У меня сердце слабое. Я не знаю, о чем вы говорите, но может этого хватит? Оу, ну... Приказ приказом, а стрел иногда не хватает. Проходите. Бери все, что можешь унести. Нам понадобится все, особенно блоки. Слушаюсь, Дональд. Что же, мой план идеально работает. Как и ожидалось, самое неприметное место в городе будет секретным штабом. Бэтмен! Ты был хорошим другом, Дональд, и даже хорошим лидером. Однако, я столько лет втирался в тебе в доверие, что даже герой-лучник не остановит меня от моего У плана. меня есть для вас хорошее сообщение. Аляску поймали, он в темнице. Какие хорошие новости. Слышал, Дональд? Твой раб Аляска уже у нас. Остается только избавиться от вас. Чего ты хочешь? Тыквенных пирогов? Я тебе их дам. Власти? Присоединяйся ко мне и, используя Аляску, мы будем править цивилизацией. Заманчивое предложение. Однако на моей стороне герой Пуба. Кто из двух героев сильнее? Кто властнее? Твое предложение не имеет смысла. А кто это там? Герой Пуба? Что? Где? Что за ними? Вот это ты их ловко надурил, Дональд. Стараюсь. Чего встали? Ну, мишеней нет. Буст, блоки, все что угодно. Мы не особо сильны в этом. Нам что ли снова проходить испытания? Конечно нет, в прошлый раз у нас блоков не было, а сейчас можно построить лестницу до верха. Я был перед входом на испытание. Здесь стояло какое-то здание, и в нем висели луки для полпуста. Но не простые, а заездные. Однако почему-то 4 луков не было на месте. Аляска и 2 уравнителя. Это 3 лука. Куда делся 4-й? Ну, ладно. Я взял зачарованный лук и пошел на испытание. Встав на первую платформу, мне показалось, что я увидел 2 людей, но они быстро исчезли. Возможно, они были в конце испытания и просили его. Я немного тренировал болбуст в городе 2-го уровня цивилизации, так что я примерно понимаю, что делать. Но мне все равно было страшно. Я надеялся, что богиня спасет меня. Сделав первый болбуст, я стал чуть смелее. Хоть это испытание сложнее, чем что-либо. Если не сделать хоть один болбуст, я просто умру. Когда я поднялся по лестнице, я поднял голову и увидел прекрасную женщину на следующей платформе. Ничего прекраснее в своей жизни я не видел. Здравствуйте! А вы тоже проходите испытания на уровень мастеров? Но она ничего не сказала. Как только я попытался к ней подойти, она лишь хихикала и убегала. Ее звонкий смех придавал мне сил, чтобы двигаться вперед. Я уже видел выход, но эта женщина все еще держалась от меня на расстоянии. Как только я подошел к платформе, она взлетела! Она перелетела 2 платформы и стала возле выхода. Мне стало еще интереснее, кто она. Почему она может летать? Может, она мне лишь снится? Я сплю? Как только я подобрался к ней ближе, она вышла за арку и, пойдя за ней,
ее там не оказалось. Она просто исчезла. Я был озадачен. Но затем я заметил статую богини. Она снова здесь. Мне так не хватало ее на втором уровне. Но мне было не до богини. Меня интересовало, кто была эта женщина. Она реально? Или это галлюцинация? Я дошел до последнего булбуста. Булбуст 50 блоков. Он казался невозможным. В тот момент мне стало страшно. Я хотел просто пойти обратно в голод. Мне начали одолевать мысли, что я делаю то, чего не должен. Что это не моя судьба. Я посмотрел на богиню, как вдруг на той стороне, в храме, прямо перед уровнем мастеров, я снова увидел ту женщину. Она будто звала меня, говорила мне: ты сможешь, ты особенный, это твоя судьба идти вперед. Поэтому я решился сделать самый сложный булбуст в моей жизни. Но когда я приземлился, ее уже не было. Пока я шел до входа в голод, я думал о ней. Кто она? Почему она появилась здесь? Она провела меня через испытание? Но в любом случае, я пришел сюда, чтобы встретить Аляску. Но этот город гигантский! Где мне начать поиски? Попробуй начать с таверны. Вон то здание. О, хорошая идея. Спасибо, добрый человек. Как только я обернулся, чтобы поблагодарить его, он исчез. Еще одна галлюцинация? Я взобрался на второй уровень голода и зашел в таверну. Там меня встретил владелец. Да ну, не поверю. Тоже поднялся со второго уровня цивилизации? Как вы поняли? Да, буквально только что. Что-то зачастили к нам новые жители. Ну, я только рад. Может, выпейте чего-нибудь? Да, почему бы и нет? Вот, с вас 45 стрел. О, знаете, я, пожалуй, откажусь. Эх, и почему никто не хочет пить мою амброзию? Ну что вас привело к нам? Я ищу одного человека. О, я каждый день вижу много людей. Так что, думаю, помогу вам. Лызы в белой рубашке, сонные штаны. Был у вас такой? О, да, буквально недавно. Он устроился на работу здесь, в магазине. Ну, и я решил дать ему комнату на время. А потом бум! Слышал какой-то грохот наверху. Прихожу, окно разбито. И его нет. Похоже, кому-то он сильно подпортил жизнь. Я слушал владельца таверны, как вдруг зашли знакомые мне люди. Это были уравнители. Ничего себе, сколько новых лиц. Может, хотите чего-нибудь выпить? О, ну, можно. Вот, с вас 45 стрел. Я, пожалуй, откажусь. Я точно навсегда закрою эту таверну. Мы ищем одного человека. Случаем не рыжего белой рубашки с черными штанами? Да, откуда вы? Вы тоже ищете Аляску? Я где-то тебя видел. Точно. Ты же продавец на уровне нубов. Из-за тебя наши планы пошли не так. Ты хоть знаешь, что натворил? Да, я знаю, что я сделал. Я сделал все правильно. Из-за вас, нубы, и я страдаю. Да мне без разницы, как вы там жили. Мировое равенство, идея. Цель важнее каких-то жалких нубов. Залких? Это ты со своей глупой залки. Ну, как скажешь, нубик. Я тебе не нубик. А ну тихо! Мне кажется, у вас одна цель. И вам стоит хотя бы на время поисков... Аляски? В смысле, Аляски, героя-лучника Аляски? Это был он? Да, он самый. Детали расскажем позже. Слушай, Натаник, знаешь, он прав. Мы оба хотим спасти Аляску, так давай же объединим наши усилия. Ладно, я согласен. Ну, есть какие-то идеи? Из разговора Бэтмена мы узнали, что Аляска в темнице, где-то в этом городе. Но я не знаю, где именно. Куда можно было запихнуть целую скрытую темницу в такой открытый город? Может, посмотрим сверху? Хорошая идея. Мы залезли на крышу одного из домов. Отсюда был вид на весь город, но я не мог понять, где можно спрятать темницу в этом городе. Было несколько вариантов. Под парком. Однако мы убедились, что парк 2 блока в высоту. Там предположил, что он может находиться за городом, но никаких дорог мы не видели, кроме дороги до собора героев-лучников. Самое лучшее место для темницы было бы какой-нибудь незаметный объект, о котором никто бы и не подумал. Что-нибудь большое, квадратное, может, даже прямо перед нашими глазами. Я начал осматриваться, думая о словах Трампа. Я попросил у него подзорную трубу. Я смотрел сквозь нее. И когда я навел взгляд на статую первого героя-лучника, я заметил что-то странное. Оттуда высыл человек. Я посмотрел, что находится рядом со статуей, и меня осенило. Темница находится в голове статуи лучника. А чтобы туда добраться, нужно сделать булбуст с того дома. Дональд, посмотрите туда! Вон туда, там человек! Это гениально. Я уверен на 100%, что это то, что мы ищем. Все логично складывается. Незаметное место, на краю города, в самой статуе. Быстро идем туда. Мы сделали булбуст на луку статуи первого героя-лучника. Подойдя ближе, это действительно был вход. И мы точно понимали, что это не может быть чем-то еще, кроме как темница, где держат Аляску.
Привет, Аляска. Давно не виделись. Много времени прошло, не правда ли? 247. Что? Что 247? Ровно 247 трещин в этой стене. Меня слушай! Ты мне сразу не понравился. Еще когда вызвал меня на Bull Boost Battle, я сразу чувствовал, что-то неладно. Да, я хочу рассказать тебе... Свои злодейские планы? Ну, после 6 часов считания трещин, меня уже ничего не беспокоит. Аляска, ты хоть понимаешь, в какой ты ситуации? Я бы на твоем месте сидел молча. Если ты думаешь, что твоя жизнь до этого была нелегка, то сейчас ты узнаешь, что такое ад. Хоть Пуба и просил ничего с тобой не делать, но я понимаю, что не уравнители главная угроза, а ты. Пуба сказал меня не трогать? Оу. Почему? Все, что он хотел, преподать тебе урок, показать вашу цивилизацию изнутри. Но из-за твоих уравнителей твое положение стало куда хуже. Пуба хотел просто... проучить? Я спросил у него, хотел ли ты становиться героем-лучником? Хотел ли я становиться героем-лучником? Я? Нет. Я не хотел. Пуба мне сказал то же самое. Кажется, и тебе есть над чем подумать. Но в любом случае, ты больше не вернешься в собор и не станешь героем-лучником. Ты сгниешь в этой камере. Ты больше никогда не увидишь солнечный свет. Пуба... не злодей? Ты вообще слушаешь меня? Да, ты говорил, что там про зло, потом еще какие-то злые вещи. Ты совсем не боишься? Конечно нет, ведь я знаю, что я выберусь отсюда примерно... А ну на землю! Быстро! сейчас. Давайте на маяску.